Анастасия Волочкова стала жертвой финансовой пирамиды. Она потеряла 1 миллион 700 тысяч рублей, вложив их в печально известную компанию QBF. Эксперты называют ее финансовой пирамидой для супербогатых. Вкладчиками становились знаменитости, крупные бизнесмены и некоторые влиятельные чиновники. Около 2000 человек доверили авантюристам в общей сложности 7 миллиардов рублей, а те сбежали. Организаторы финансовой пирамиды объявили международный розыск. Есть ли надежда вернуть деньги, разбирался Александр Карпов. Вы отдали 3 миллиона. Что вы получили взамен? Ничего. Откуда деньги? Квартиру продала. У вас порядка 2000 пострадавших и 7 миллиардов пропавших денег. Вы почему еще до сих пор не за решеткой? Стюардесса и переводчик, директор клуба и бывший нефтяник, пенсионеры. И на всех одна беда. Каждый хотел стать немножко брокером, слегка рантье, и отнес все накопления в инвесткомпанию QBF, что занимало аж 3 этажа в сверкающих башнях Москва-Сити. Как мне достичь финансового благополучия? Что делать со своими сбережениями? Вместе мы успешно создаем финансовое будущее. QBF и есть новый мир. 5 миллионов рублей. 250 тысяч. Я дал 2 миллиона. 3,5 миллиона, ни копейки не вернули. 8 миллионов. Попались даже известные люди. Анастасия Волочкова отдала инвесторам с большой дороги 3 миллиона, заработанные годами неустанных шпагатов и фуэте. Они обещали, что это гарантированно от 10 до 14%. Они объяснили, что они вкладывают в акции, облигации. Эта компания брала у нас деньги под участие в IPO, под приобретение ценных бумаг, но на самом деле выводила их в офшоры, в том числе вкладывала в девелоперские проекты бенефициара главного шпакового романа. Только на рекламу QBF тратила десятки миллионов. Вот владелец компании господин Шпаков лично режет ленточку, открывая очередной филиал в Калининграде. Удивлять, наверное, мы будем в первую очередь своим профессионализмом и качеством той работы, тех продуктов, которые мы предоставляем, потому что, как нам кажется, такого нет на рынке. Первыми удивились оперативники УБЭП и ФСБ во время обысков офисов инвесткомпании летом этого года. Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под видом оказания брокерских услуг. В действительности инвестиционной деятельностью они не занимались. Полученные активы перечислялись на подконтрольные счета. Возбудили уголовное дело о мошенничестве с офшорами. Шпаков сбежал в Эмираты, 2 его подельников арестовали. Но недавно те же жулики стали вновь трясти деньги с уже обманутых клиентов. Постоянно звонят бывшие менеджеры QBF, предлагают доплатить, чтобы я деньги вытащил. То есть вам сейчас предлагают еще доплатить? Да, причем такую же сумму. Все оказалось просто. В офисе компании вместо назначенного Центробанком временного управляющего мы застали бывшего гендиректора QBF Станислава Матюхина. 7 лет я проработал в Федеральной службе по финансовым рынкам и Банке России. Перед нами стоит амбициозная цель вывода группы компаний в лидеры финансового рынка. Вы почему людей-то обманывали? Липу им предоставляли в качестве отчетов? Что якобы вы куда-то деньги вкладываете, а они на офшоры расходились. Вот скажите мне, пожалуйста, куда делись мои личные деньги? Ваши деньги находятся в... Тут Матюхин окончательно утратил нить рассуждений, а когда обманутая клиентка вызвала полицию, солидный финансист припустил по коридору с резвостью спринтера. Давайте дождемся полиции. Куда вы бежите? Почему вы убегаете? Не убегайте, не покидайте нас. Послушайте, не уходите, пожалуйста. Куда вы уходите-то? Вот это вот настоящий раритет. Это вот та самая лицензия, под которую сюда и принесли деньги под QBF. Значит, компания инвестиционная, сейчас эта лицензия уже аннулирована, отозвана. Обыск в офисе длился до 3 утра. Изъяли документы и компьютеры. Сотрудников сомнительной конторы задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела теперь уже в отношении бывшего гендиректора Матюхина. Обманутые клиенты QBF рассчитывают, наконец, получить официальный статус потерпевших. Александр Карпов, Егор Долинский, Илона Агасеева. Вести. Дежурная часть.